Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из формы сбора заявок ВКонтакте в сервис email рассылок SendPulse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из ВКонтакте в другие системы. Например, вы сможете добавлять новые контакты в SendPulse, настраивать по ним email рассылку и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных ВКонтакте. Далее необходимо указать действие. Загрузить лиды New. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт ВКонтакте к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета ВКонтакте. Далее необходимо ввести код подтверждения, если это потребуется. После этого предоставляем доступ к группе, по которой вы хотите выгружать новые лиды. На этом этапе необходимо подтвердить разрешение. После того, как доступ выдан, просто кликаем «Закрыть окно». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать группу, по которой вы хотите получать данные по новым лидам. Далее необходимо отметить галочкой формы лидогенерации, по которым будут выгружаться новые лиды. Если вы хотите получать данные сразу по всем формам, выбираем соответствующую галочку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из лидов. Если на этом этапе данных нет, вам необходимо сгенерировать новый тестовый лид. Для того, чтобы это сделать, переходим в личный кабинет ВКонтакте. Далее необходимо перейти в настройки приложения «Форма сбора заявок». Далее копируем ссылку на форму и открываем ее в отдельной вкладке. Заполняем форму тестовыми данными и кликаем «Отправить». После того, как вы заполнили тестовый лид, возвращаемся в сервис Apex Drive и подгружаем его на этап тестовых данных. Когда тестовый лид отобразился на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных ВКонтакте успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем SendPulse. Далее необходимо выбрать действие. Добавить новый email. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт SendPulse к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать API ID и API Secret. Для того, чтобы получить эти данные, переходим в личный кабинет SendPulse. Далее необходимо перейти в настройки аккаунта. Далее переходим на вкладку API. На этой вкладке нам необходимо скопировать ID и Secret и вставить эти данные в соответствующие поля в системе Apex Drive. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать адресную книгу, в которую вы хотите добавлять новые контакты при каждом новом лиде из ВКонтакте. Далее вы увидите поля для создания нового контакта. В эти поля вы можете назначать переменные из ВКонтакте. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле
и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в SendPulse при каждом новом лиде из ВКонтакте. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в SendPulse». После успешной отправки переходим в SendPulse и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!